Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуйста, убедитесь, что вы находитесь в помещении одни или исключительно в кругу сотрудников Classify Skylab, имеющих уровень доступа не ниже 3-го. Спасибо. Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами наконец-таки возвращаемся к нашим чудо-детям. Опять ничего не снимаем с паузы, но на самом деле это все для того, чтобы показать вам, что один ребенок явно точит зуб на второго. Я починила им лица, между прочим. Вы можете посмотреть, они выглядят прекрасно, но не на вот этих вот иконках. А, нет, на иконках тоже уже починились. Ну вот на вот этих маленьких они все равно выглядят по-уродски. Ну ничего страшного бывает. Так, вообще ночь на дворе. Судя по тому, что вы стоите рядом с кроватями, вы спали. А Айрон вообще сам такой: а я ничего не знаю, мне спать пора. А что делает мать? Она с кем-то болтает. Хотя вообще-то можно было бы и пожрать, но лучше бы уже, наверное, вам тоже спать, нет? Ему вот на работу, но у него даже физические упражнения никакие не начаты. Раз в доме есть свет, значит можно бегать по холмам, правильно? А, у него кризис среднего возраста, точно! Это же у нас только у этих наших рыжих все уже нормально с этим. А тут нет, извините, искать сокровища мы хотим. Прокатиться на велосипеде по живописным местам. А где эти живописные места? А, надо просто реально купить велосипед и покататься на нем. Может, реально так и сделаем? Блин, мне не очень нравится, что у них один толчок, хотя, в принципе, и развивать-то надо тоже только одного ребенка. Правильно? Правильно. Ты чё кокетливая стала? Ты с кем там разговаривала? А, она с Харланом разговаривала. Нет, ну раз у женщин такое настроение, может... Ну все взрослые люди. Ну вот если им захотелось. Дети спят. Дома убрано? Убрано. Есть! Есть. Знаешь, я вовремя. В ухушке больше не глючат вроде бы. А это означает что? Вот видите, как они счастливы. Ой, люблю Sims. Заходишь, всех осчастливил сразу. Если это, конечно, не челлендж. День хороший, день плохой. Кто видел, тот понимает, о чем я говорю. Оставим вас. Кроссовки какие-то напялили. Молодцы. А то они у нас какие-то, ну, совсем уж прям. Даже не общаются. А тут женщина что-то там в интернете посмотрела. Ну и пускай. Так, раз мать не работает, значит, мать будет развивать. Мать будет развивать. Так, ну что, всем все понравилось? Вы после этого хотя бы теперь захотите поспать уже? И помылись уже, получается, заодно. Вообще прекрасно. Ой, шик. Кто? Почему? Что случилось? Почему у вас кошмары одновременно? Ну ладно, этот может напрудить и в подгузнике. Я подумала просто, что если вдруг мы увидим ночью, что естественная нужда упала у Айрона. Харлан веселый? Нет, мне кажется, вообще это не про него. Короче, надо будет матери просыпаться и идти сажать его на горшок, потому что нам надо развивать горшок. Ой, он еще и покушать. Ой, очень покушать захотел. Посадить сюда Айрона, конечно. Все, мать, просыпайся. Да-да-да, мы сейчас тебе дадим еду. Как мне вот это все дорого? Ну я для чего? Еду Айрону можно дать? А почему, кстати, из детской еды не переместилось вот это вот, то, что было на прошлой возрастной стадии? Он же там что-то полюбил. Что-то там ему было вкусно. А этот, наверное, тоже хочет кушать. Господи, проснулись 3:30 утра. Зачем отца-то разбудил? Ну, отец теперь вон идет, значит, утешать вот этого. Строгость между Харланом и Джеланом. Ну, пускай. Давайте на всякий случай приучай-ка его все равно к горшку. Он зато научится, будет сам ходить, уже забьете на него, да и все. Правильно? Блин, может все-таки второй горшок поставить? Ну, господи, такая богатая семья. Мы что, не можем себе позволить второй горшок? А то сейчас там Айрон доест, и его тоже надо будет приучать. А то он напрудит в подгузники. Мать тоже, кстати, напрудит в подгузники. Сходи, пока он ест. А он уже доел. Ну, пипец. Заработаем денежек на ресайклинге. Не смей прудить в штаны. Держись, сейчас мать вернется. Сиди тихонько. Тоже строгость. То есть Харлан строг по отношению к Джелану, а Джена строга по отношению к Айрону. Интересно, они же абсолютно одинаковые. С чем это связано? Ну пока, по крайней мере. Мне кажется, они пока абсолютно одинаковые. Ну ладно. Вообще вот Айрон у нас такой, знаете ли, мальчуган. Мне кажется, у него, вот помните с самого
детство у него было, он любил танцевать. Может быть, мы реально все-таки вот на передвижение как-то сделаем? Акцент! Он потом хочет ползти сам, прикидываете? Туалеты туалетами, а ребенку надо лазить. Ну, лазить он может там и без мамы. А мама тогда как раз займется пока Джеланом, потому что Джелан голодненький, маленький пупсик. Ну и ладно. Ой! Да что с этими наушниками не так? Не понимаю. О, видали? Видали у Айрона уже чё? Вообще с ума сойдешь. Это какой-то знак СОС, типа точка, тире. Что это? Что это такое? Кто азбуку Морзе знает, пишите в комментарии, пожалуйста, что происходит. Нет, с голодухи, конечно, с детьми не такое происходит. Еще весь унитаз обосрал аж прям до спинки. Что-то явно не так здесь. Ну ладно. А во сколько Харлану на работу? 8. У тебя есть еще целых 3 часа. Ты можешь успеть и на дорожке побегать, и поесть, и ребенка накормить. Но ребенка накормит лучше пускай вот эта женщина. Ну, с этот ребенок-то посрет когда-нибудь или что? Вот, пошло. Отвратительная обстановка. А, ну потому что все горшки обосраны. Ну это ты потом этим займешься. А ты как думал? Батя бежит, на 50% выполнено. Я ничего не знаю, Харлан. Офицер запаса явно не твой потолок. Настраивайся, да, куда-то идти дальше. Вот так вот. Смотри только вперед. Понимаешь? Вот он наш активный мальчик. Вот, а потом играй в бассейне с шариками. Ну, инцидент с горшком произошел. Ну, ничего страшного, ты скоро всему научишься. Там, знаешь, премудростей-то никаких нет. А вообще, у тоддлеров только 5 навыков, правильно? Может, конечно, какие-то скрытые существуют, но они у нас все равно считаться не будут. Она хочет поцеловать кого-нибудь. У меня есть кандидат. Это что, это у них отношения налаживаются, что ли? Харлан вообще у нас, знаете ли, в этом плане темная лошадка. Он такая сначала, кокетливая, чуть пошла с ним флиртовать. Теперь целоваться она захотела. Главное, чем заняться еще в 6 утра? Еще даже не рассвело. Он уже скочит. Куда? Аккуратно пролететь? И все, и мы просто забудем это, да, что это происходило? Чудесно. Ну, я думаю, что за сегодня мы добьемся своего. Ну, а раз тот сам развлекается, ну, может быть, как бы от телефона мы отвлечемся. Может, реально пойти его поцеловать, но она хочет. А он что, против будет? Ну, он немножко занят, да. Но потом он вообще на работу уйдет. Поэтому надо сейчас быка за рога брать. И эта дитятка уже попрыгала, значит, в бассейне с шариками. Пошел опять аккуратно летать? Нет. Пошел кататься с горки. А чё катание с горки так жестко прокачивает передвижение? Он такой, опа-на! А чё ж мне сразу никто не сказал? Я бы его сразу тут закатала бы в эту горку. Куда бежишь? В туалет. Вот и разминулись. Ну давайте тогда дальше. У нас после передвижения идет мышление. И это всевозможные дидактические карточки, кубики. У нас есть кубики. Прекрасно. Начнем с них. А потом дидактические карточки. Господи, чем будет заниматься несчастный Джелан все это время? Разберется. Ему еще с этой семьей жить всю оставшуюся жизнь. Ему придется как-то самостоятельно разбираться, что к чему. А что я убрала? Может быть, он как раз бы и поиграл. Ему-то тоже надо передвижение качать. Ну, пусть качает. Почитать ребенку. Передумала тоже. Но ты хотела мужа поцеловать. Ты не торопись, главное. Вот смотри, вот он уже даже руки помыл специально для этого. Пойдем. Вот видите, как прекрасно. Вы смотрите, как он смешно ходит. Это потому, что у него передвижение максимального уровня. Он такой уже прям... Помощь с формами. Мама, не тупите, пожалуйста. У нас нет времени на тупёж. И это получается... Погодите-ка минуточку. Он у нас получает за передвижение 5 баллов. И еще плюс 3 за то, что 5 это максимум, то есть 8. Но вот интересно, получится ли вот развить прям вообще все до 5? Нет, ты отправляйся на работу. А у Джелана у нас вообще... У него
вот воображение хорошо развито. Ну включите человеку телевизор. Не знаю, просто просмотр каналов. Вот включите. Пусть он телевизор смотрит. Конечно, учить воображение по телевизору это интересно. Но надеюсь, что ему там показывают смешариков всяких. С мышлением что-то у Айрона все маленечко тяжелее идет. Но он такой, мне кажется, спортсмен. Он передвижение сразу же, максимально с порога. Вот они теперь хорошие друзья. И при этом между ними строгость. Это интересно. Пошел, я слежу за тобой. Вот тут была штучка. Чтоб вернулся с хорошими результатами. Вот, смотрите, что он захочет стать пожарным. Он смотрит какое-то кино про пожарных. Это было бы так мило, знаете. Он такой, я хочу быть пожарным. Ну, он даже в красной куртке сразу. Спать? Ну, конечно же. Конечно, иди спать. Ну, а мы тогда можем и вон и Джеланом заняться. Что там у Джелана можно развить? Передвижение в целом у него второго. Можно общение ему покачать. А это что? Начать новые отношения? В смысле, женщина? Остановитесь! Расскажи ему забавную историю. Пусть он ей что-то рассказывает. Петь песню. Бросили. Нет, не бросайте меня, вернитесь. Ну ты спишь в отдельной комнате. Ничего же в этом, собственно, нет страшного совершенно. Просто поспи в отдельной комнате и все. А потом родители придут, когда ты будешь бодрствовать. Что ты так расстроился? Блин, день без электричества. И мам решил спать лечь. Это даже не дневной сон, какой-то утренний уже сон. Потому что, блин, ну нифига себе бодрствовать с 4 утра. Нет, ну он точно будет хотеть пожарным быть. Хотя он такой творчески общительный. Может быть, это как раз-таки Айрон будет хотеть быть пожарным или спортсменом каким-то. Мне так интересно, какие они вырастут. Мне кажется, это будет просто бомбяо вообще какое-то. Джелан, мне кажется, такое вот тебе уже не надо смотреть. Иди тоже вздремни, пока все спят, чтобы потом со всеми пободрствовать. Во, пипец вообще, мне нравится. Прокачиваем навыки. Но вы хороший друг. Мама чуть проснулась. Вот, да, предлагать занятия по направленной медитации в Инстаграме. Интересно, вот, а может быть, она хотела бы вернуться к актерской карьере, но ей по контракту этого проекта, скорее всего, нельзя. А вот это, блин, значит, что можно начать новые отношения. Вот это приколдес. Ой, капец, у нее прям концентрация внимания бешеная. Может пойти эту диссертацию написать. Блин, Айрон, давай ты выспался. Буквально вот до 2 часов дня ты спишь. А потом развиваться. Потом развивать мышление обязательно. Вот у Айрона как раз наоборот воображение. Это самый слабый навык. Вот такой простачок, без фантазии. Что ты делаешь там? Она что-то сделала с цветком. Уйди. Это частная собственность. Тебя орлы унесут сейчас. Когда нашел собеседника по уровню IQ. Так, все, Айрон, 2 часа дня. Ну ладно, хрен с тобой, сейчас мать тут что-то доделает. А что такая долгая йога у тебя? Чего? Зайти в гости? Ну приходи, только я буду с детьми разговаривать, общаться, а не с тобой. Может быть, она как раз с Джеланом пообщается. А она ей вообще пофиг. Она говорит, пообщаться, на самом деле в компик пришла играть. Она же не сказала, с кем она будет общаться. Она общается с людьми в чате там. Ну уж хотя бы на 3-й уровень за сегодня мы должны перейти. Или мы никому ничего не должны. Пристань к тете. Говорит с незнакомым. Ты кто такая? Вас 2 еще пришло. Вы что, вампиры? Покажи зубы. Вы вампир. Не пустим. Уходите отсюда. Я вижу вас насквозь. Видели? Вот. Нельзя вампирам. Так, все, пошел с незнакомцем общаться. Все дети при деле. Так, у тебя там... О, получше, кстати. А давайте ему устроим сюрприз. Он придет с работы, а мы ему велосипед. Давайте ему горный велосипед дадим, что он будет как лох. Посмотрите, где живем. Ну, захрена нам обычный велосипед. Ну, горный. О, зеленый. Представляете, как он будет рад. Вот Айрону, кстати, не надоедают кубики. Он, кстати, какить захотел. Это фигово. Он может сейчас напрудить. Давайте это отменим. И пойдем его срочно приучать к горшку. Вот. Уже он сможет, если что, экстренно сам сходить. Как этот, например. Вот он взял и экстренно сходил. Но не совсем так, как мы предполагали. Отлично справляет. Да вы кто? Сесть на велосипед, отправиться. Подождите. Кататься на горном велосипеде. По живописным местам. Посмотри, вон как здесь живописно.
Чего? Ты радостный и даже шлем надел. Ну какой просто безопасный мужчина. Ой, прям вот чувствуете, как кризис среднего возраста, он прям улетучивается, да? Слушайте, эти растения, они прут и прут. Они уже вот такие маленькие, почти не встречаются, они вон везде. Вот такие уж здоровые. Кушать захотел. А папа там на велосипеде рассекает. Мать другого на горшке маринует. Тоже у нас вот этого маленького-то покормит. А он же... А ты что сделал? Ладно, давайте дадим горошек. Будешь выделываться? Я верну тот мод, который вам лица ломает. Негуманно соглашусь, ну ты давай это. У матери все хорошо, кроме сна. Давай отпустим Айрона и попробуем, насколько нас хватит дидактических карточек. Вот, ну до 3-го 100 пудов. Вот. Мне, говорит, пора до встречи. Пообщалась нормально. За компиком посидела, что-то с ребенком перетерла, все. Отец, возвращайся. О, выполнилось. И что вместо этого? Откликнуться на зов джунглей. В Сильвадораду он хочет отправиться. Слушай, ты детей не хочешь воспитывать? Крепкие родственные связи. Ребенок говорит о брате или сестре. Так любопытно слушать детей, когда они говорят о своих братьях и сестрах. Ничто не сравнится с этой любовью. А почему вы расстроились? Мать, вас не смущает, что нет никого перед вами? Ребенок уже вас не слушает. И этот ребенок, кстати, тоже. Но на этого ребенка можно батю натравить. А Харлану завтра надо на работу? Блин, завтра тоже надо. И надо физические упражнения за сегодня успеть сделать. Нет, не спи, ну ругай ребенка. Ну так нельзя, вот как он делает. Так, все, Харлан, иди и побегай, пожалуйста. Пока не вырубишься. Харлана хватило просто на начато. Даже не 25%. Он такой просто начал. Теперь лег, главное, на сторону Джены. И все. А ты, Айрон, вон, иди опять изучай формы. Я ничего не знаю. Ну вот как раз теперь получается, когда дети проснутся в следующий раз в 3 часа утра. Родители как раз выспятся, потому что они легли в 8. Так, ну все, время 9:30. Я предлагаю спать. Главное, не проснитесь до 12, потому что нам уже пора в другую семью, я так думаю. Блин, ну за полчаса проснулся. Кошмар, ну не надо, нет, вздремни. Все, сохраняемся и переходим во вторую семью. Привет, Декард! Я не знаю, почему-то я по нему больше всех скучала. Я не знаю, он такой он пупсик хороший. У него такая пустая комната, мне больно на самом деле на это смотреть. Но ложись в этой самой пустой комнате спать. Ну у них вот появились кое-какие деньги, потому что мы телек продали. А этому, кстати, надо на работу. Вот чё его не повышают, а? Подготовить отчет второстепенной важности. Вот возьми и подготовь. А она тогда пускай поест. А чё, все равно не спите. Ой, у нас тут что-то надо, наверное, сделать, нет? Настоятельно призывать успокоиться. Собачка напугана. Что случилось? Пора дать лизнуть лицо Цицерону. О, почисть, пожалуйста, ванную. Нехватка шедевров. А, у него это у нее кризис среднего возраста закончился. А у него в самом разгаре он хочет сочинить песню. 3 эмоциональные картины. Это ж я откуда-то должна тебе родить мольберт. А ты ж у нас ни хрена не зарабатываешь. 25 симулёнов в час. Ну это... Эти копейки не могут меня спасти, не могут дать мне свободу. Блин, ну если вот он сейчас вернется без повышения, я не знаю, что делать. Переживать из-за потерянного времени. Нормально, говорит. Не надо так сильно переживать. У тебя есть еще 16 дней до старости. Пипец. Хватит нагнетать, идите спать. Ой, и тут все спят. Но я чувствую, что кто-то сейчас обрадует нас своим присутствием. А то уже близится 4 утра, а ты все спишь. Что даже как-то на тебя не похоже. Уже 5 почти? Уже 5. Мне 5, мне 5. 6 уже. Ну это просто вообще, это что это, мы режим восстановили? Я теперь еще больше буду его любить. Уже 7 утра почти. Вот. И вот в 7 проснулся, сладко потянулся, уже даже родители выспались. Ё-моё. Так, что ты хочешь? И какить, и кушать, все. Сейчас мать все сделает. Так, на что у нас тут упор у Декарда? У Декарда на общение. Он Декард. Геральт. Декард. Нафига мы всех по-разному назвали? Надо было всех в одну дуду всех назвать и все. И главное, смотрите, какой довольный пупс. Он проснулся и просто лежит.
Чтоб я так жил вообще. Вот, все, конечно, пойдем утренние какушки делать. Давай. Чтобы все, что плохое за ночь накопилось, все, чтобы вышло. Правильно? А у него уже, кстати, и так 2-й уровень. Вообще он абсолютно во всех смыслах развитый такой вот малыш. А батя дрыхнет, думает, мы про него не вспомним. Но у него, главное, вот перед работой все дела завершены, и он даже жрать не хочет, поэтому пусть выдохнется, потом сам сходит в туалет и пойдет уже сам на свою эту работу. Сколько его душе угодно, пусть там работает за свои копейки. Я не знаю, галочка вот эта галочка, она к чему здесь? Она, чтоб было повышение, в конце концов. Жрать нечего, у ребенка кубиков нет. Мы общение качаем, потому что у нас есть только рты и дидактические карточки. А откуда ж он мышление тогда прокачал? Ну, мышление тоже дидактическими карточками можно. Но воображение, мы помним, очень хорошо качается устраиванием беспорядка. Сейчас с собакой надо погулять. Вот, должен приступить к работе через час. Может, ты все-таки в туалет сходишь, нет? Невоплощенные мечты. А что это он еще хочет? Завести ребенка? Он хочет завести ребенка. А Дакоту вы не спросили? Она не хочет, например. Вот у нее я не вижу такого. Покакал, надо еще покормить теперь. Пусть будет йогурт. Зачем ты запрещенные слова выкрикиваешь при ребенке? Иди отсюда. Видишь, Декард, вот он проснулся, в туалет не сходил, из него все плохое не вышло. А говно все ушло в характер. Поэтому надо обязательно маму слушать и как-то по утрам. Так, вот он покушает, и можно будет с ним вот дидактическими карточками еще покачать общение. Ну, блин, что-то мне так кажется, что мы за сегодня не успеем общение докачать, потому что, ну, что-то дофига. Но он в целом неплохо идет. То есть мы вот горшочек прокачали. Может быть, еще походим, передвиженница какое-то будет. Вот, а если я тупить сильно не буду, может быть, даже и что-то другое успеем. Мягкость. А что случилось? Ты что там пререкаешься с матерью? Закричу, если захочу. Декард злится, потому что, если честно, то совершенно без причины. Возможно, из-за того, что ему многое сходит с рук. Старшие родственники просто не могут запретить ему злиться. К тому же он не признает никаких авторитетов. Не хочу, не буду. Нет, никто не заставит меня этого делать. Ну давай, расскажи мне. Сидишь, вон учишь карточки. Никто не заставит. Предлагаю далее тогда выбрать. О, все, пошел на работу. Короче, это мы в тебя верим. Нормально там, шо все. Давай, Покедова. Потом мы будем его учить говорить, я думаю. Дидактура. Не хочу разглядывать дидактические карточки. Ну чё, а учиться говорить ты хочешь? Ты хочешь матери объяснить, что она тебе впаривает чушь какую-то? Тогда учись разговаривать. Ну, после этого, наверное, надо лучше, может быть, поиграть с ним. А то он что-то сейчас раскапризничается вообще. Так, деловое совещание в Идзакае. В конце рабочего дня начальник решил устроить совещание в местной Идзакае. Само собой разумеется, все хорошие работники должны присутствовать. Эдвард съел что-то не то в обед и хочет побыстрее вернуться домой. Какой сложный выбор! Можно обосраться в Идзакае или получить трендюлей за то, что смылся с важного собрания. Позор на всю жизнь. Еще один день без повышения. Я выбираю еще один день без повышения. Хотя, так-то у него мотивация высока, конечно. Мне почему-то кажется, что я дурная, я бы осталась и обосралась бы там, наверное. Но, исходя из какой-то банальной логики, мне кажется, логичнее все-таки незаметно ускользнуть. Эдвард всегда вел себя тихо и не привлекал внимания, поэтому никто и не заметил, как он ушел домой. Наконец-то все забытые дни рождения себя оправдали. Слушайте, вообще неудивительно, что у Эдварда случился кризис среднего возраста, да? А чё, он смылся, но он все еще на работе. Еще и денег дали, кстати. Купим кубики потом. Еще за огородиком надо поухаживать. Можно от жука обработать. Тут еще пока вообще ничего, но это из-за того, что, наверное, из-за того, что зима. Слишком много слов. Почему так много слов? Не хочу говорить. Ну давай, ну осталось-то чуть-чуточку совсем. И теперь у нас игра пошла, а потом на пробежечку отправимся, а его... Ну, один он учиться говорить не может, очевидно, поэтому давайте купим ему кубики. Ну, планшет это что-то на богатом, да? Нам надо попроще что-то. Я знаю, разговаривать можно же, мне все время вы говорите, что общаться можно с большой игрушкой. Блин, у меня, кстати, в детстве был такой крутой здоровенный медведь, он был больше меня. Он потом порвался.
Поговори с вот этим. Ты иди вон на пробежку, отправляйся с собакой. Только не забудь, чтобы она покакала. Я не... Ну ладно, устраивай беспорядок. Батя придет, так рад будет. Вообще такое чувство, что Эдварда и дома-то не сильно замечают. Он что-то там приходит, отчетики поделает, поел и спать. Хотя они пожениться успели, хотели оба. По-моему, оба, да? Во, мать уже пришла с пробежки, и сейчас будет тебе давать трендюлей, ты понял? Наказать за недавнее поведение спокойно. Попросить не создавать беспорядок. Иди поговори с медведем. Вы мне, конечно, писали, что быстро прокачивается, но чтоб настолько быстро. У него уже писательский навык пошел, не то, что там, знаете, общение. А время только 12:30. Ну, устрой еще беспорядок. А как можно вот еще воображение качать? Вот еще всякие игрушки, телевизор. А у нас даже ящика с игрушками нет, да? Может быть, какую-нибудь маленькую ему игрушечку. Смерть, например. А с пузырьками. Для малышей воображение. Во как. Зато какой классный день сегодня у Декарда. Он что-то в беспорядке поустраивал. В игрушку поиграл, с другой игрушкой побазарил. Матери объяснил, что то, что она ему впаривает, это дичь. А ты тогда, мать, сходи вон от жука обработай. Что-то я не вижу жуков, но почему-то можно обработать. Не знаю почему. Какой Цицерон умный мальчик. Только не в этой луже, пожалуйста, не купайся. Она знала повадки собак. Можешь, пожалуйста, этого не делать, Цицерон? Отчитать за выпрашивание еды? Отчитать за игры в лужах? Вы не хотите? Потом соберем урожай. Подожди, тут я сделал поважнее. Воображение уже 3-го уровня. Вот, он теперь знает. Да прекрасно. Пойдемте его мыть. Ну, какой хорошенький пупсик. Я не могу. Они все хорошенькие пупсики. Но он такой вообще. На папу похож, Пипяун. Кстати, о нем. Он когда домой-то? А как-то с матерью можно качать воображение? Читать книгу она может. Но это какая-то глючная функция. Она почему-то постоянно лагает. Так. Интересно, а так быстрее будет качаться или нет? Как будто бы даже быстрее. Блин, может попробуем им все-таки вот эту ванну с душем где-то найти. Я вот эту продам, потому что следующая стоит в 2 раза дороже, блин. Будет, значит, такая. Она вообще нам не подходит по стилю. Но зато мы можем побрить ноги. Ну, устрой беспорядок опять. Тебе не впервой, давай, фигач. Слушай, что я говорю, требую внимания. Не знаю, давай как-то с ним это все обсудим. Наказать за истерику? Попросить не обняться после нервного срыва. Контроль над эмоциями повышается. Ой, а у него передвижение качается, когда мы так играем. Сейчас будет 3-й уровень передвижения. Я жду мужа с работы. С повышением жду мужа с работы. Скучает по семье. Вот эти вот просто, ну что они за пупсики всей семьей? Я не могу на них. Может, дворовую распродажу устроить? А сколько... Надо сохраниться. А сколько стоит вот этот стол для дворовой распродажи? Я у Козеуса-то не разбиралась вообще. Яркий красивый стол идеально подойдет для выставления товаров, которые вы хотите продать. Ну вот она типа что нашла? Постелила. Да, обслуживать стол. Вот. Начни дворовую распродажу. Красота. Куда ты прешь? Ты беспорядок лучше устраивай. Ой, а я не поставила же наценку. Вот, 300%. Собака вот у нас какая хорошая. Смотрите, дом хорош, продукт хорош, все хорош. Берите, не стесняйтесь. Опа, даже Бэр пришел. Сейчас придет отец. Я очень хочу. Как же я хочу, чтобы его повысили, господи. И Беннет пришел. Офисный менеджер! Зарплата увеличивается. Ой, получает премию. Надо же вон ему логику качать. И писательство качать. Ой, и отчеты второстепенной важности. Божечки, кошечки, давай иди, начнем с отчетов. Давай. А ребенка, я думаю, надо все уже спать класть. Он уже вон капризничает из-за горшка. А чё ты кокетливый? Безоговорочная влюбленность.
Никто ничего не купил. Никто ничего не купил. Ничегошечки. Вон Джена пришла. Здоровый образ жизни, ягоды. Ягоды. Полезнейшая вещь на свете. Полезнее даже, чем фрукты. Берите. Берите пока свежие. Что-то они собрались в этой очереди, никто ничего не покупает. Почему вы уходите? Массаж начинать делать. Ну, снимите номер. Это Беннет, небось, на самом деле пришел вынюхивать, как эксперимент проходит. Вот, поэтому и не купил. Я недовольна, короче, все. Как всегда, под конец серии я недовольна. Но мы вон воображение почти до 4 уровня прокачали. О! И поднял сразу уровень писательства. Так, а логику поднять? А книги мы не покупали? Вот, 2 том можешь потом сесть читать. И логику, главное, добил до 4. А все. Да мы и так с тобой вообще главой офиса станем скоро. Наконец-то волна сокращений кончилась, и его повысили. Это же просто праздник какой-то. Ты понимаешь, что ты заслужил полнейшее право поиграть в Sims? Вообще хоть во что-то поиграть, досуг хоть какой-то провести. Ребенка, правда, не видел, пришел. Но мы это тебе припомним. Нет, а чё это мы домой заходим? Тут ничего не продается. Ты из детской выйди, алё. И не купили, ничего не купили. А на ноги-то побрил, кстати. Что у него так долго прям теперь досуг поднимается? Вы что тут делаете? Урожая-то нет, если вам нужны сорняки, пожалуйста, забирайте. Давай, Дакота, иди спать. Мужчина сейчас вон тоже покушает и пойдет. Пойдем и мы. А пока герой просто сегодняшней серии кушает, я буду с вами прощаться. Слушайте, ну вот реально бывают, я даже не задумывалась никогда об этом, что... Не перебивай, пожалуйста, когда я говорю, горы молчат, окей? Что вот, например, кататься с горки, там, казалось бы, вроде он что-то одно какое-то движение сделает, да что ж такое? Он одно какое-то движение буквально делает, и у него там дофига прокачивается передвижение. Или там поговорить с этой игрушкой, вроде там вообще вот это действие занимает просто, ну вот столечко времени, а все оп-оп-оп, и уже все прокачано. Про остальные навыки, лайфхаки пишите обязательно в комментариях под этим видео, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях, все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю, пока-пока!